Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России. И я отвечу, у нас опять что-то запрещают. Государство давно и пристально следит за народной жопой, но теперь решило обеими руками залезть в народную вагину. Сегодня хочу с вами поговорить о запрете абортов. И в первых рядах проповедников мракобесия железной поступью шагает Самарская область. Аборты там уже фактически запретили. Как так случилось? Все очень просто. Дело в том, что областной Минздрав настоятельно рекомендовал частным клиникам отказаться от этой практики. Слово предоставляется министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову. Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились, некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты. Ну а вы понимаете, когда министр здравоохранения просит частные клиники отказаться от проведения абортов, с одной стороны, конечно, это же никто не обязывает, никто законодательно это не запрещает. Вас просто просят, можно просьбу выполнить, а можно не выполнить. И тогда мы знаем, как бывает, начнутся проблемы. Уж, я думаю, ни одна частная клиника в Самарской области не захочет ругаться и ссориться с министром здравоохранения области, где они работают. Это просто прикроет их бизнес, и понятно, что эта просьба многими воспринимается как приказ. То есть теперь женщинам, желающим сделать аборт, придется проходить эту процедуру исключительно в государственных клиниках. Причем сначала им надо будет выждать неделю тишины. То есть нельзя просто прийти в Самарской области и сделать аборт. Нужно выждать неделю тишины. Это срок, за который забеременевшая должна, по мнению чиновников, она должна передумать и отказаться от аборта. На врачей еще возложили обязанность переубеждать женщин. То есть врачи должны еще работать как психологи, они должны переубеждать женщин, которые по каким-то причинам пожелали прервать беременность. Отговорить пока удается 18%, но я думаю, здесь тоже последуют просьбы, и нужно будет повышать этот показатель, и непонятно вообще, к чему это приведет. Зачем все это Самарской области? А тут все очень просто. Уровень рождаемости в регионе ниже уровня смертности. За 10 месяцев 2019 года рождаемость там упала на 11% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Умерших замещают не родившиеся, а приехавшие. Такая статистика, мягко говоря, не соответствует новым майским указам Владимира Владимировича Путина. А я напомню, что сразу после выборов 2018 года президент приказал россиянам долго жить, не умирать и плодиться. И тут какая-то Самарская область подводит национального лидера. Поэтому губернатор с министрами сходят с ума и пытаются просто запретить все подряд, лишь бы женщины нарожали на позитивную статистику и им дали ордена, скажут, молодцы, нарожали бабы, а вы все молодцы. Теперь серьезно, да, как же запрет абортов повлияет на рождаемость и почему я лично выступаю против запрета абортов, против такой политики? И почему я считаю, что аборт — это право женщин. Запреты на аборты никак не повлияют на вашу статистику. И здесь тоже я предлагаю просто обратиться к мировому опыту, потому что запрещать аборты пытаются уже это не только сейчас придумали, в разное время, в разных странах и разных регионах были запреты абортов. Обычно они, конечно, связаны с какими-то религиозными историями, а не с выполнением поручений президента, но давайте посмотрим, например, на католическую Польшу или Ирландию. В Польше они до сих пор запрещены, и в Польше до 2009 года на одну женщину приходилось примерно 1,25 рожденных ребенка. В Ирландии почти 2 ребенка. При этом Ирландия одна из самых богатых и благополучных стран Евросоюза, а Польша одна из самых бедных. Как можно сделать вывод, да, что никакие запреты абортов в Польше никак не сказались там с катастрофической ситуацией, которая у них с демографией творится. Зато мы видим, что если у людей есть деньги, если там нормальная экономика и социальное обеспечение, то они без проблем идут рожать детей, и рождаемость там выше, чем в бедных странах, если мы говорим про Европу. Зато мы знаем, опять же, из мирового опыта, к чему приводит запрет на аборты. Это приведет к появлению нелегальных абортариев, где женщин будут травмировать и убивать. И опять же, на это есть мировой опыт, когда кустарные врачи делают без надзора, без должного оборудования, без должного контроля, делают женщин бесплодными. Иногда это заканчивается смертью просто женщины. Ни к чему хорошему это не приведет. Дала мне бумажку, на которой было написано 15 000 рублей. Я по нее расписалась. Она мне сделала УЗИ, сказала, что ой,
у тебя 12 недель. Положила меня на стол, холодное обезболивающее. Я потеряла сознание. После операции у пострадавшей начались осложнения. Следователи возбудили уголовное дело. Это приведет к развитию аборт-туризма. Просто, в данном случае самарские женщины будут просто ездить за абортами в другие регионы и страны, потому что, если женщина по каким-то причинам решила сделать аборт, она поедет в соседний регион. Если запретили делать в России, она будет там летать, не знаю, в соседние страны. В Белоруссию, да, у нас Белоруссия после всяких запретов выступает такой транзитной страной. Это приведет к искажению статистики, да, формально, потому что число абортов по отношению к числу родов, оно уменьшится, но нелегальные аборты просто никто не будет учитывать. Соответственно, не вырастет ни рождаемость, ни население, а власти будут кусать локти и не понимать, как же так вышло, да. Аборты уменьшились, а детей больше почему-то не стало. Интересно, что при этом всем в России просто невыгодно рожать одного ребенка. Надо рожать двоих, а в Самарской области сразу троих, чтобы получить от государства какую-то поддержку, чтобы получить какие-то нормальные деньги на первый год развития детей. И за единственного ребенка сейчас, кто там занимался, там платят просто какие-то копейки. И если мы говорим, там, мать-одиночка или у проблемы с деньгами в семье, да, то просто вы не можете родить и нормально воспитать ребенка, если у вас просто нету накоплений. И действительно, многие отказываются от рождения ребенка, потому что они не понимают, что с ним делать. У них начинает рушиться жизнь, начинает рушиться карьера. И никакой помощи от государства сейчас ждать просто не приходится. Материнский капитал, который сегодня составляет 453 тысячи рублей, выдают у нас только за второго ребенка, а в Самарская область доплатит еще 350 тысяч, если женщина родит третьего ребенка. Это немножко странно. То есть один ребенок в семье государству как бы не очень выгоден. Нужно, чтобы было два ребенка или больше. Я, в принципе, это понимаю. Зачем тогда женщине, которая знает, что ей придется тяжело, отказываться от аборта? Потому что, еще раз, многие женщины, они идут делать аборт не только потому, что они не хотят этого ребенка, да, это нежеланная беременность. Потому что у них элементарно нету денег этого ребенка воспитать. Они не могут нанять няню, они не могут записаться в детский сад, потому что там огромная очередь. Они не могут получить просто никакую ни помощь, ни поддержку, и они вынуждены работать, чтобы себя прокормить, и они не готовы просто разрушить всю свою жизнь, всю свою карьеру, потому что они знают, что потом им никто вообще не поможет. И если мы говорим про самарские власти, то хотелось бы, я не знаю, не услышать не про запреты абортов, а про ту помощь, которую вы, например, будете оказывать женщине или семье, у которой появляется первый ребенок, и у которых, например, нет возможности его нормально воспитать и прокормить. Да? Какая помощь этим семьям? Может быть, лучше придумать и как-то разобраться с помощью и поддержку таким семьям, и может тогда люди действительно начнут отказываться от абортов, потому что у них не будет никаких проблем с воспитанием ребенка. Еще я хочу напомнить губернатору и чиновникам, которые дают все эти удивительные рекомендации, что женщина, она вправе сама распоряжаться своим телом и принимать решение о том, готова она к рождению ребенка или не готова. А если чиновников так беспокоит эта печальная статистика по числу абортов, то нужно не запрещать их делать, а еще раз, нужно создать условия для поддержки семей, поддержки женщин, которые часто просто вынуждены в одиночку нести ответственность за своих детей. Когда рожать и растить ребенка будет безопасно, когда после рождения не надо будет думать, как прокормить этого ребенка, как обеспечить достойную жизнь, то количество абортов само по себе уменьшится. И в конце пару слов относительно моего личного отношения к абортам. Есть дилемма, да, и я знаю, сейчас в комментарии придет много человек, которые начнут говорить, что аборт — это убийство, что эмбрион, он сразу воспринимается как человек, и это убийство, и особенно там на религиозной почве. Но я человек не религиозный, то, что думают верующими, это вообще совершенно все равно, там пусть каждая религия для себя сама решает, что они считают святым, что они считают живым. Я считаю, что существо можно считать живым существом, человек, животное и так далее, с того момента, как оно может вести самостоятельную жизнь или оно может выжить. Да, то есть если эмбрион, если ребенок в утробе матери, он развился до того состояния, что он может еще не родиться, да, но мы понимаем, что там после какой-то недели он уже может выжить. Если будут преждевременные роды, он может там в больницу, его можно выходить, и он может выжить. Вот с того момента, как ребенок может самостоятельно выжить, это живой человек.
в том моменте, когда он зародился, в том моменте, когда он там только начинает развиваться, но он еще не способен вести никакую самостоятельную жизнь, его невозможно выходить, он не может искусственно как-то быть выращен. Это не живой человек, и женщина вправе распоряжаться своим телом и вправе принимать решение, делать ей аборт или не делать. Моя позиция, напишите, что вы думаете относительно абортов, для этого есть комментарии, ставьте лайк, если согласны со мной, ставьте дизлайк, если вы чиновник из Самарской области. А мы увидимся с вами завтра в новом видео. Всем спасибо.